Привет! Сегодня я хотела бы поговорить о своем опыте лечения депрессии и как вообще во всем этом был замешан аутизм. Сейчас уже скоро будет 3 месяца с тех пор, как я не пью никакие лекарства, и уже потихоньку начинаю замечать разницу между состоянием до начала лечения, во время и после. И уже можно делать какие-то выводы. Мне самой интересно как-то это все подытожить, и я не против поделиться информацией, если кому-то она актуальна. В свои 32 годика я замечаю, что такие вещи со временем забываются, поэтому это я записываю также и для себя. Краткая предыстория, как я дошла до такой жизни и попала к психотерапевту. Я убеждена, что этого шага я никоим образом не могла бы избежать, учитывая свои особенности психики и все те жизненные обстоятельства, через которые мне пришлось пройти. Я просто оттягивала этот момент записи к специалистам до тех пор, пока моя психика просто не сказала мне пока. И то, что я аутичная, сыграло в этом не последнюю роль. Я оттягивала этот момент в большей степени, потому что очень боялась попасть к некомпетентному специалисту и получить осуждение. К моему большому удивлению, никто вовсе не стремился обидеть меня теми вещами, которыми я обижала себя сама. И у психиатров и психотерапевта я получала только надежду и уверенность и валидацию, если хотите. Некоторые из этих специалистов были бесплатные, так что, предугадывая некоторые фантастические выводы, нет, это была не услада для ваших ушей за ваши деньги. Что вообще есть депрессия? Я не собираюсь вдаваться в этом видео в подробности диагностики, симптомов и так далее, но я думаю, что стоит сказать, что депрессия — это не скверное настроение, а это болезнь в первую очередь, при которой нейромедиаторы в мозге перестают полноценно функционировать, в результате чего страдают когнитивные функции в том числе. И возникают такие неприятные симптомы, например, как апатия, потеря мотивации, чувство безнадежности и так далее, что в свою очередь мешает человеку нормально функционировать в жизни, даже на бытовом уровне, даже если улыбаться и гулять. И это может возникнуть как по какой-то внешней причине, так и без нее. Допустим, вам просто не повезло. Когда мне начали подбирать лекарства, я столкнулась с тем, что мне ничего не подходило, и все лекарства только усугубляли ситуацию. По стандартной схеме при депрессии мне выписывали лекарства, ориентированные на серотонин, но все они очень сильно усугубляли мое состояние. Тем временем, через 3 месяца психиатр отправила меня на психодиагностику с подозрениями на расстройство аутистического спектра, а также чтобы исключить другие расстройства. И как вы уже знаете, раз мне подтвердили. Кстати, я ходила за третьим мнением, это было уже позже, и делала я это для себя. И в том числе я хотела разобраться, имеет ли место быть СДВГ в моем случае. Таким образом, этот шаг оказался достаточно значимым во всем этом опыте. Как я уже рассказывала, то, что я узнала о своем диагнозе, очень много что поменяло в моей жизни и стало большим бустом к выздоровлению в целом. Также объясняла корень возникновения депрессии в моем случае. С течением времени мне все еще меняли медикаменты, пока мы не нашли ту комбинацию, которая мне подходила больше всего. И загвоздка была в том, что мне не подходят лекарства серотониновые, а мне подходят лекарства, которые ориентированы на дофамин. Хотела бы немножко поговорить о том, как на меня влияли антидепрессанты, уже те, которые мне подошли. Вообще, в целом, даже на всех предыдущих я заметила одну пугающую меня вещь, что мои специнтересы и гиперфиксации как будто бы стали более приглушенными, если вообще не исходили на нет, что меня очень сильно огорчало, и я не понимала, это из-за лекарств или это что-то поменялось во мне самой. Потому что до лечения у меня все эти специнтересы оставались, но как будто не было энергии и мотивации на то, чтобы этими вещами заниматься. А когда я начала пить антидепрессанты, получается, что пропали сами эти интересы, несмотря на то, что энергии было больше.
Это меня очень сильно пугало, и это было основной причиной, почему в будущем я хотела как можно быстрее эти таблетки закончить принимать. В целом я ни в коем случае не превратилась ни в какой овощ, как многие думают о влиянии этого лекарства. Я чувствовала, что меня как будто что-то сдерживает и в целом выравнивает как-то мое состояние. Не помню, говорила ли я, что все это началось в 2021 году, но вот в следующем 2022 году я почувствовала себя достаточно стабильно уже в течение какого-то времени и решила, что это отличный момент, чтобы пойти учиться на права. В течение того времени, что я училась вождению, я не хотела прекращать пить таблетки, потому что это было достаточно стрессовое для меня время. Но я никак не думала, что вся эта сдача на права затянется на целый год. Поэтому я вдвойне очень ждала этого момента, когда я сдам экзамен, и планировала почти сразу же прекратить свою лекарственную терапию. И, наконец, год назад, в июне, я получила долгожданные права, кстати, со второго раза. Я думала, что лекарства в любом случае нужно уменьшать как можно медленнее, и я так и поступила. Без ведома врача, что было большой ошибкой. Начала после 2 недель такого уменьшения на половину дозы. У меня случился очень нехороший и худший, пожалуй, опыт в моей жизни — синдром отмены. Конечно же, мне пришлось вернуться на первоначальную дозировку, и уже вместе с врачом мы решили, что мне стоит попить эти лекарства еще полгода как минимум, потому что она считала, что в целом, поскольку я и так пережила достаточно стрессовый год ввиду всего этого обучения вождению, мне было в любом случае рано в данный момент прекращать лечение, поэтому мы решили еще полгода, что я буду принимать эти лекарства. И в феврале этого года мне написали схему отмены, которая меня сначала очень сильно напугала, потому что темп был очень быстрый, на мой взгляд. Учитывая мой предыдущий опыт, я думала, что я этот раз не переживу. Но, тем не менее, моя врач была уверена в том, что эта схема рабочая, и я все-таки ей доверилась, и на самом деле все прошло вообще без каких-то симптомов. Я благополучно за месяц брала лекарства, и теперь все хорошо. Поэтому всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем отменять таблетки, потому что там существуют определенные протоколы, которые, очевидно, работают лучше, чем советы из интернета. Сейчас, уже с марта, я функционирую полностью без лекарств, что меня очень радует. Как я уже много раз сказала, я очень сильно ждала этого момента, когда я буду функционировать без каких-либо лекарств и уже со здоровыми мозгами. И вот этот момент, он происходит прямо сейчас, и это классно. И, в общем-то, вот хотела бы поделиться некоторыми наблюдениями, которые я заметила за эти 2,5 месяца. Один очень радующий меня пункт — то, что я перестала практически ковырять свое лицо, что до этого было просто огромной проблемой в плане до лечения еще. Это одна из причин тоже, почему я пошла к специалистам, потому что мое лицо было похоже на мясо. Это можно тоже заметить по моим каким-то старым видео. Сейчас все еще страдает моя спина и плечи, но это уже большой прогресс для меня. Также я не могла не заметить, что вернулись мои специнтересы и гиперфиксации, что одновременно как будто бы и плюс, и минус. Минус, потому что эти гиперфиксации вернулись с какой-то невероятной силой и очень сильно мешают в целом работать и выполнять какие-то дела. Я как будто очень сильно зацикливаюсь на каких-то темах, и они постоянно скачут с одной на другую, и очень сложно в этом всем фокусироваться на то, что нужно сделать сейчас. И какие-то простые задачи, даже бытовые, могут растягиваться на часы, дни и иногда недели. То есть мой мозг выбирает, что сейчас в его поле зрения, и всю свою мощь и концентрацию направляет на это, но когда нужно сделать что-то другое, то это пока что вызывает некоторые сложности, но я надеюсь, что я учусь как-то это контролировать и менеджить. Так что, надеюсь, все будет
нормально в этом плане. Отличным примером была моя попытка испечь кекс, который я тот же самый пекла пару месяцев назад, и тогда я просто за 6 минут сделала это тесто по рецепту, и все было быстро и классно, но сейчас, когда я пыталась испечь тот же кекс, я, наверное, потратила около 40 минут, просто потому что я втупляла в холодильник по несколько минут, забывала, зачем я здесь нахожусь и чем я занимаюсь, и все это растянулось реально на очень долго. Это какое-то мучение было. Просто сделать тесто для кекса. Ну, сейчас, анализируя все это, я думаю, что эти трудности с выполнением простых задач в целом были одной из причин, которые привели меня к моему депрессивному состоянию. В целом меня это преследовало и во время школы, и универа, когда нужно было выполнять все домашние задания и так далее. Все это у меня растягивалось просто на все свободное время. Я просто втупляла в учебник, не могла сконцентрироваться ни на чем, и из-за этого все это занимало так много времени. И это довольно сильно демотивирует и заставляет сомневаться в себе. Из-за всего этого я сильно себя гнобила и ненавидела, хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я делала очень много, особенно для своих возможностей каких-то внутренних, и упрекала себя совершенно несправедливо. И я очень благодарна всему этому опыту за то, что я узнала о расстройстве аутистического спектра, потому что это очень сильно в положительную сторону повлияло на мое состояние и мое восприятие себя и мира и так далее. И расставила все на свои места, и сейчас я все еще продолжаю работать над собой и вырабатывать какие-то новые способы, как договариваться с собой и делать жизнь немного проще. Также после всего этого опыта мой взгляд на себя и на жизнь сильно изменились. Я как будто стала меньше бояться, хотя моя тревожность все еще при мне и, скорее всего, неразделима со мной, но я как будто стала смотреть менее пессимистично на жизнь и себя и будущее в целом. И хотя я переживала очень сильный стресс в марте-апреле, когда я начала очень сильно беспокоиться о безопасности нашей страны и в целом ситуации в мире. И я переживала пик тревожности, и я очень боялась, что это может как-то меня вернуть обратно в депрессивное состояние. Но я к своей радости заметила, что каждое утро я просыпалась, и мое состояние как будто бы отпружинивало обратно на, я бы сказала, хорошее даже. И это для меня очень хорошо и, я бы сказала, необычно. Еще один момент, который я могу сейчас выделить, это то, что перед началом лечения меня беспокоило то, что я была очень сильно раздражительной, и я эту раздражительность никак не могла скрыть. Я очень боялась, что это вернется, когда я перестану пить лекарства, но сейчас все в порядке, то есть предполагаю, что это был просто симптом депрессии. Кстати, я поняла, что подобная черта в какой-то мере была во мне всегда. На раздражители я как будто реагирую быстрее, чем успеваю подумать, а не будет ли моя реакция как-то обидна для другого человека. Скорее всего, это также потому, что я довольно нетерпеливая, и меня часто раздражает, когда люди что-то делают медленно, и это особенно, если это тормозит меня. Кстати, на одной из последних сессий с психотерапевтом я упомянула, что я очень нетерпеливый человек и не люблю, когда люди что-то делают медленно, и сама везде тороплюсь. И моя психотерапевтка очень удивилась, потому что я все это время производила впечатление очень сдержанного и неторопливого человека. Предполагаю, что это все сила маскинга. Вот, надеюсь, было интересно. Спасибо большое за просмотр, и отдельное большое спасибо тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Кстати, я там публикую какие-то более актуальные на текущий момент вещи. Сейчас, например, я много выкладываю фотографий птиц, что, кстати, да, мой новый специнтерес — орнитология. Это видео, наверное, вышло достаточно коротким, но я хотела попробовать, потому что, как вы могли заметить, меня заняло много времени, чтобы выложить и вообще снять и придумать это видео. И я решила попробовать не делать такой длинный формат, как до этого, потому что предыдущие видео, которые были примерно 20 минут, занимали где-то
5 А4 листов текста. Я решила, что лучше делать какие-то темы поменьше, но тем не менее что-то делать. Так что как-то так. Надеюсь, что мы с вами скоро снова увидимся. Надеюсь, что вам понравилось. И пока-пока. До встречи.